Привет! Не часто я делаю полноформатные обзоры на что-то кроме техники Apple, но тут, честно говоря, случай особый. Поэтому ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, это очень сильно поможет продвижению этого ролика. А я тебе расскажу про лучшие полноразмерные наушники в сочетании звука, шумоподавления, эргономики и фишек. Это Sony с легким и запоминающимся названием WH-1000XM6. Обычно их называют XM6 или просто Mark 6. И это наушники с полноформатной амбушюрой, которые, по идее, лучше должны подавлять шум, чем какие-нибудь затычки или вкладыши. Просто благодаря тому, что полноформатная амбушюра полностью закрывает ваше ухо. Собственно, шумоподавление — это для меня главная причина смотреть на полноразмерные наушники. За него тут отвечает 12 микрофонов, которые улавливают внешние звуки и подавляют их. Тут абсолютное шумоподавление, убирающее вообще любые звуки. Sony обучила алгоритмы на 500 миллионах голосовых сэмплов, чтобы искусственный интеллект лучше отличал человеческие голоса от окружающего шума. И это лучшее шумоподавление, с которым я когда-либо сталкивался. Шум и грохот зеленой ветки московского метрополитена. Справляются они с ним отлично, убирают просто на раз. Я в них, конечно, еще не летал в самолете, но уверен, что и там с фоновым гулом они справятся отлично. На улице, конечно, удаляют абсолютно любой шум, офис, дом, ну тут вообще проблем никаких нет. Собственно, надевайте их и слышите то, что ничего не слышите. Но это, конечно, не всегда безопасно и даже не всегда комфортно, поэтому тут есть прозрачность, очень тонко настраиваемая. В отличие, кстати, от AirPods, где просто есть прозрачность, тут вы можете выбрать уровень, при этом микрофоны начинают пропускать внешние звуки и шумы. Прозрачностью уже, конечно, никого не удивишь, поэтому Sony придумала новый режим и назвала его фоновая музыка. Этот режим создает эффект комнаты, в углу которой где-то стоит Яндекс-станция. У меня вот в каждой комнате дома есть станция, играют они фоном джаз постоянно, поэтому с режимом фоновой музыки я как будто оказываюсь дома. При этом шумоподавление гасит все так же внешние шумы. Бывают они в нескольких расцветках, в жизни матовые и минималистичные, текстура очень напоминает бетон. Под дождем гулять в них все же не стоит, но вот под легкий дождик, там какой-то моросящий или, например, снег, они, конечно, легко выдержат. Управление. Кнопка включения и порт зарядки внизу. Амбушюры у них, кстати, несъемные, оголовье очень гибкое. Если вы были знакомы с серией XM, то вы знаете, 4-е гнулись, 5-е не гнулись, 6-е вот опять гнутся, вы можете их компактно сложить и бросить в рюкзак. Весят всего 254 грамма, и вы их не заметите ни в сумке, ни на голове. Что уж говорить, люди в залах занимаются с AirPods Max. Я каждый день гуляю в парке и вижу бегунов, которые бегают с AirPods Max. С этими вам будет гораздо легче. В комплекте для них есть и кейс, плоский, легкий на магнитной застежке. Еще одно, кстати, гениальное решение. Правда, зачем нужен кейс, мне не совсем понятно. Они все-таки очень компактно собираются, имеют матовый корпус, он не глянцевый, поэтому даже если вы их все-таки сумеете как-то поцарапать, то вы эти царапины вообще не будете замечать. Но все-таки это хорошо, если вы бережно относитесь к своим вещам, то он вам, конечно, пригодится. В кармашке в нем вы найдете два кабеля USB-C для зарядки, причем вы можете слушать музыку на зарядке, но вот передать звук он не может, для этого есть мини-джек. И только с ним доступно качество lossless, музыка без потери качества. По Bluetooth вы такое не послушаете. Стандарт Bluetooth просто не передает столько информации. Хотя производители Android наушников нас закидывают форматами и убеждают, что вы можете услышать lossless в их наушниках, все это lossless с ограничениями. Полноценно послушать круто музыку вы можете только по проводу. Ну а подключить их по Bluetooth можно к чему угодно, например, к консоли. Тут нет задержки, и когда у вас что-то орет в наушниках процентах на 80 громкости, сидящий рядом человек вообще не слышит, что у вас там играет. По качеству сборки у меня вопросов нет, но есть вопросики вот к этому скрипу. Слышите вы его постоянно в самых разных положениях. И когда вы их складываете рядом с человеком, у которого AirPods, он смотрит на вас так, как будто вы открываете Windows ноутбук, а у него Mac.
В общем, вот это очень странно. По звуку. У меня все еще нету музыкального образования, но могу сказать, что использую стандартный пресет в эквалайзере, и по мне они звучат просто блестяще. Конечно, если вы знаете, что можно выкрутить в эквалайзере под себя, пожалуйста, вы это можете сделать. Внутри у них чип Sony QN3. Звучит красиво, если слушаем Lossless, услышите вообще буквально все. Сцена в них максимально широкая. Шум на низких и средних частотах подавляется исключительно хорошо, и ощущение такое, что вы находитесь в какой-то кабине звукозаписи, и вот в ней слушаете произведение. В то время как, надевая AirPods Max, складывается ощущение, что вы находитесь посреди концерта, и он играет вот в режиме лайв. А здесь какое-то студийное звучание. Ну, конечно, чего вы ждали за такие деньги? В любом случае, звук — это дело вкуса, и перед тем, как вы решитесь на их покупку или других дорогих наушников, я бы вам советовал их все-таки где-то послушать, потому что, отдавая такие деньги, вы должны убедиться, что, ну, это действительно того стоит. Хорошо, что работает все через стандартное приложение Sony, что радует, оно есть в российском App Store, и без каких-либо ограничений вы можете ввести ваш аккаунт Sony, и все настройки перед вами откроются. Стоимость. Официальная 450 баксов. У нас, ну, конечно, как получится. В ближайшее время должны появиться в Big Geek. У ребят сейчас есть XM5, которые падают в цене, но их называют провалом. Поэтому я же все-таки вам рекомендую посмотреть Mark 4 или уже Mark 6. С AirPods их, конечно, сравнивать можно и нужно. И AirPods, конечно, выигрывают в вопросах экосистемы. Мгновенное подключение к вашему айфону или маку, мгновенное переключение между айфоном и маком. В общем, все фишечки экосистемы у AirPods, конечно, есть. Здесь есть лучший звук и лучшее шумоподавление. По весу, конечно, AirPods заметно тяжелее, но по качеству сборки я изначально хотел сказать, что у меня к ним не возникло вопроса, но они предательски скрипели всю запись этого видео, поэтому вопросики тут, безусловно, есть. По внешнему виду все-таки AirPods Max выигрывают, потому что, давайте говорить честно, их выбирают не из-за звука, их выбирают потому что это AirPods, это понт в первую очередь. Тяжело, бегу, потею, но понт держу. Поэтому, да, эти наушники не обновлялись с самого начала, как бы Тим Кук мне друг, но истина дороже. Эти AirPods как вышли когда-то, так и не обновлялись. Максимум в них появился USB-C. Ну а здесь наушники заточены исключительно на звук и шумоподавление. В общем, выбор тут исключительно за вами. Это штука специфическая, особенно когда за наушники вы отдаете около 50 тысяч рублей. Пользуйся!